Орехи и семена содержат много жиров, поэтому их рекомендуют употреблять 30 грамм в сутки. Это условная норма для взрослого человека. Для детей норма уменьшается пропорционально весу. При этом некоторых орехов можно употреблять больше. Это зависит от количества жиров. Таблицу жиров для каждого из орехов вы найдете в этом видео. Внимание на экран. В таблице слева вы видите список витаминов и минералов. В таблице справа список жирных кислот. В таблице витаминов и минералов вы видите цифры в процентах. Это процент от суточной нормы в 30 граммах ореха. Первый. Грецкий орех. Содержит 60% кремния, немного марганца и кобальта. Нутриенты ниже 30% от суточной нормы мы рассматривать не будем. Однако при надобности, используя наши таблицы, вы можете более детально исследовать все нутриенты для каждого из орехов. Грецкий орех больше всего содержит кремния. Этот минерал помогает в формировании костной и хрящевой ткани, поддерживает сосуды эластичными и прочными, нормализует работу сердца и сосудов, активизирует усвоение кальция и других минералов. Смотрим жирные кислоты. Чтобы не углубляться в разбор всех кислот, это сложная тема. Чтобы вам было проще разобраться, запомните главное. Человеку нужны все кислоты, но основной вред наносит избыток насыщенных жирных кислот. Это первый столбик в таблице кислот. Просто следите, чтобы количество насыщенных кислот не превышало суточную норму. Грецкий орех в 30 граммах содержит суточную норму омега-3, омега-6 и 90% от суточной нормы полиненасыщенных кислот. По жирам это самый лучший показатель из всех орехов. Грецкий орех – хороший источник таких нутриентов, как кремний, омега-3, омега-6. Второй. Арахис. Содержит кремний 80%, медь 34%. Смотрим жирные кислоты. Арахис, в отличие от грецкого ореха, содержит немного омега-6 и не содержит омега-3. Итак, арахис – хороший источник таких нутриентов, как кремний и медь. Третий. Бразильский орех. Содержит селен 1046% и медь 52% от суточной нормы в 30 граммах ореха. Этот орех реально полезный, так как у большинства людей есть дефицит селена и меди. Более того, не просто получать селен с пищей. У бразильских же орехов селена предостаточно. Разные сорта бразильских орехов имеют разное количество селена. Но в любом случае этот орех – лидер по содержанию селена из всех орехов и семян. Полезные свойства селена. Улучшение функционирования щитовидной железы, укрепление иммунной системы, снижение риска зарождения опухолей, нормализация репродуктивной функции, очищение организма от токсинов, регуляция гормонального фона и многое другое. Запомните еще одну важную деталь. Содержание меди в этом орехе также больше, чем у всех остальных орехов. Жирные кислоты. Бразильский орех содержит в 30 граммах суточную норму омега-6, а омега-3 не содержит. Итак, бразильский орех – очень хороший источник таких нутриентов, как селен, медь, омега-6. Четвертый. Кедровый орех. В 30 граммах содержит марганец 132% и медь 40%. Функции марганца в организме человека. Регуляция уровня глюкозы в крови, снижение уровня сахара в крови, нормализация мозговой деятельности, участие в работе поджелудочной железы и синтезе холестерина, способствование росту соединительных тканей, хрящей и костей, влияние на липидный обмен и предотвращение избыточного отложения жира в печени, участие в делении клеток, снижение активности плохого холестерина и замедление роста холестериновых бляшек. Запомните, из всех претендентов кедровый орех – лидер по содержанию марганца. Он также содержит суточную норму омега-6 и не содержит омега-3. Итак, кедровый орех – хороший источник таких нутриентов, как марганец, медь, омега-6. Пятый.
Миндаль содержит кремний 50%, а также витамин Е, токоферол 49%. Из всех орехов в миндале больше всего токоферола, что делает его лидером. Жирных кислот в миндале мало. Для справки, витамин Е или токоферол относится к жирорастворимым витаминам, считается антиоксидантом, бережет здоровые клетки от повреждений, возникающих под действием свободных радикалов, борется с канцерогенами, укрепляет защитные силы организма, способствует расширению сосудов, укрепляет стенки капилляров, препятствует тромбообразованию. Витамин Е совершенно незаменим для репродуктивного здоровья. Он также отодвигает начало менопаузы, снимает неприятные ощущения предменструального синдрома, облегчает состояние при диабете, замедляет развитие болезни Альцгеймера, благоприятно сказывается на состоянии кожи, замедляет старение и повышает упругость, полезен для волос. Токоферол действительно очень важен, и миндаль – отличный источник поступления данного нутриента. Шестой. Фундук. Содержит хром 102%, марганец 93%, кремний 50%. Хром назначают в комплексной терапии при лечении избыточного веса и ожирения. Он разгоняет метаболизм, уменьшает тягу к сладкому и снижает аппетит. Еще фундук содержит биотин 46%, который часто называют витамином красоты, благодаря его положительному воздействию на состояние волос, кожи и ногтей. Итак, фундук – хороший источник таких нутриентов, как хром, марганец, кремний, витамин Е, биотин. При этом жирных кислот омега-6 содержит совсем мало, а значит фундук можно кушать в день до 50 грамм. Седьмой. Пекан. Содержит марганец 68% и медь 36%. Также содержит суточную норму омега-6, но практически не содержит омега-3 жирных кислот. В общем, пекан – источник таких нутриентов, как марганец и медь. Однако в сравнении с другими орехами он проигрывает по многим показателям. Восьмой. Макадамия. Еще один экзотический орех. Содержит марганец 62%. Всех остальных нутриентов в этом орехе немного и практически отсутствуют омега-3 и омега-6. Короче говоря, можно кушать для разнообразия, но в качестве поставщика минералов и витаминов не лучший выбор. Девятый. Лещина – лесной орех. Часто фундук и лещина считаются одним и тем же растением, но это не совсем так. Лещина – это дикорастущее растение. Фундук – гибридные высокоурожайные сорта лещины. Лещиной принято считать дикорастущие растения. Составы лещины и фундука отличаются. Лещина содержит железо 60%, а также витамин Е, токоферол 42%. О пользе токоферола мы уже говорили, и в лещине его также достаточно много. Но посмотрите на железо. Столько много железа нет ни в одном из орехов, которые мы изучали. Лещина – это король по железу. Кстати, больше ничего другого в лещине нет. Даже нет жирных кислот. А это значит, что при необходимости можно употреблять лесного ореха более чем 30 грамм в сутки. Например, 50 грамм лещины полностью восполнят суточную норму железа. Учитывая, что 60% населения планеты испытывает дефицит железа, лещина – это находка. Вот лишь некоторые функции железа. Транспортировка кислорода к тканям. Железо входит в состав гемоглобина, белка, из которого состоят красные кровяные тельца – эритроциты. Железо необходимо для разрушения и утилизации токсинов, холестеринового обмена. Оно помогает иммунной системе справляться с агрессорами и другое. При дефиците этого элемента кожа становится бледной и сухой, волосы тусклыми и слабыми, а ногти ломкими. В углах губ возникают незаживающие язвочки, а на кистях рук и на ступнях очень болезненные трещины. Итак, лещина – идеальный источник таких нутриентов, как железо, витамин Е. 10. Фисташки. Содержат кремний 50% и медь 39%. Фисташки содержат лишь немного омега-6 жирных кислот.
Учитывая орехи, которые мы рассмотрели выше, фисташки ничем особым не выделяются из них, разве что вкусом. И, наконец, на экране вы видите итоговую сравнительную таблицу по всем орехам и сами можете сделать выводы по каждому из орехов. Чтобы не забыть ценные данные, рекомендуем поместить это видео в плейлист и сделать закладку в браузере. Если будут вопросы, пишите в комментариях, и мы ответим.